Дорогие друзья, ритуал, который я хочу вам подарить, своими корнями уходит в восточную магию. И на основе древних традиций и знаний, которые я изучила, которые мне передали отчасти, я создала этот ритуал. Хочу сказать, что результатом этого ритуала где-то года 3 назад результат был такой, когда мужчина бросил беременную любовницу, вернулся обратно к семье. И с такой страстью и любовью вернулся, что просто невероятно было. Хотя женщина очень боялась сделать этот ритуал и сотни раз переспрашивала, ничего не будет, а вдруг чего. Но вы знаете, что я не дам вам такую работу, которая может вам навредить. Может не получиться, не более того. Однако этот ритуал получится. Хочу, чтобы вы думали 1 000 000 раз, даже не 100 раз, а 1 000 000, прежде чем делать этот ритуал. Объясню почему. Потому что у мужчины начнется такая безумная страсть, что просто, не удержать. Этот ритуал можно сделать на мужчину, который с вами живет, который ваш муж, или вы живете вместе, любовник, друг, ваш мужчина. На женатых мужчин нельзя это делать, наказуемо. Нельзя сделать на мужчину, который просто вам понравился. Нельзя делать, когда у вас случайная связь, еще вы не определились. Этот человек должен быть вашим. И у вас должны быть отношения с этим человеком не менее 2 лет хотя бы. То есть вы живете вместе или встречаетесь уже, дело идет к свадьбе. Но делать при необходимости, не просто потому, что он у вас есть. Это большая глупость. Если у вас все в порядке, все нормально, пойти такое делать, я считаю идиотизмом. Но есть одно но. Угасла страсть. Человек вас не желает, не хочет с вами больше находиться. Увлекается другими женщинами, и вы это чувствуете, понимаете, что у него пропало желание к вам. Что еще? Быть может, просто холодный в этом отношении. Одним словом, пробудите его страсть до безумия. Но запомните, еще раз говорю, во-первых, все нужно делать, как говорю, и никак по-другому. Во-вторых, если это человек ваш мужчина, если он ваш законный муж, или вы живете с этим человеком, у него нет семьи, вы не отрываете его от семьи, у вас нет цели его приворожить, притащить, разбить семью и сделать его своим. Потому что те, которые не послушают меня, а у людей есть такая привычка ничего не слушать, идти бегом что-то там делать, если вы сейчас сделаете наперекор моим словам, эффект будет совершенно другой. Очень может быть, что он отвернется от вас. Если он не ваш мужчина. Если у него есть семья, вы просто встречаетесь. Если у вас просто случайная связь. Этот ритуал можно делать на мужчину только в том случае, если у вас есть сексуальные отношения, постельные. Если он вам просто нравится, это никак не поможет, ничего не изменится. А может, еще вам по башке дадут, и у вас будут денежные потери за то, что вы посмели трогать этот ритуал, вопреки тому, что я говорю. Понимаете, дорогие друзья, когда покупаете лекарства, там написано и, скажем так, побочные эффекты и прочее. Если человек, не читая, глотает это лекарство, пусть потом не жалуется, потому что он не изучил. Есть лекарства, которые снимают головную боль, но при этом очень сильно понижают, например, давление, а вам это опасно, вам нельзя.
Вот там написано, у кого низкое давление, тем пить нельзя. Вы думаете, да и фиг с ним, может обойдется. Выпили, стало плохо. Кто виноват? Производитель лекарства или вы? Наверное, вы все-таки. Вот об этом я и говорю. Этот ритуал делается только на мужчину, который с вами живет, у которого с вами есть постельные отношения, который ваш мужчина. Больше 2 лет хотя бы. Нельзя этот ритуал делать просто случайным знакомым, кто вам понравился или приглянулся. Это должен быть человек, с которым вы живете. Некоторые спросят, а на женщину можно делать? Можно и на женщину делать, если женщина потеряла к вам сексуальный интерес. И если вы с ней живете, это ваша жена или любовница, или любимая женщина, то есть вы вместе, и у вас отношения, скажем так, с обязательствами. У вас нет жены, детей, и вы не встречаетесь отдельно, вот хотите, чтобы любовница с вами просто спала, желала вас. Для этого есть вызвать похоть у женщин, берите и делайте. Тоже мой ритуал. Здесь не настоящее яблоко, потому как я не делаю этот ритуал, а здесь даже просто произносить нельзя. Просто так, это очень сильные слова. Поэтому я взяла такое каменное яблоко, ониксовое. 2 восковые свечи нужны красного цвета. И яблоко, настоящее яблоко. Желательно красное взять. Красное обладает особой энергией. Красное яблоко. Ну, если в ваших краях вообще красного яблока нет, можно любой взять. Но желательно красное. Думаю, сейчас 21 век достать не трудно. Иногда бывают такие невероятные вещи. А вот если у нас нету яблока, а если у нас свечей нету, а если вообще ничего нету и мужа нету, тогда ничего не надо проводить. Итак, яблоко кладете на алтарь, читаете 13 раз. Нужно читать, читать можно когда угодно, можно днем прочитать, например, там в обед взять, прочитать. И с этим яблоком вы должны идти на кладбище. Да, придется это делать на сей раз. Есть вещи, которые только там можно завершить. И это не опасно. В этом случае можете не бояться. Мир мертвых не опасен. Просто с миром мертвых обычно работают, необычно, а должны вообще, по идее, работать, естественно, ведьмы, колдуны, люди, которые практикуют магию, они знают, каким образом работать и прочее. Но есть работы, которые сильные, очень сильные. Любая работа через кладбище, через погост, она очень сильная. Но оно безопасно для обычного человека. Тем более, если человек соблюдает все меры предосторожности и делает ритуал, работу так, как сказали, то есть полностью. Заранее купите печень. Можно говяжью печень, можно свиную, баранину. Разницы никакой. Можете кусочек этой печени отрезать. Не нужно всю печень. Не обязательно. Хотите всю, но не обязательно. Берете спиртное. Значит, подготавливайте это все. 2 красные восковые свечи по 2 сторонам. Посредине яблоко. Начитывайте на это яблоко 13 раз. Кладете яблоко на какую-нибудь ткань или платок. Заверните в этот платок. И идете на кладбище. Находите безымянную могилу. Можете заранее найти эту могилу там. Это яблоко вытаскиваете из платка, кладете, выливаете половину водки, ставите туда, кладете туда прям на могильную плиту, если есть плита, вообще на землю можно, печень со словами: мертвого угощаю,
и прошу его о помощи. Тебе вечная память, а мне твоя помощь. Вот эти слова сначала говорите, все это кладете, закапываете яблоко в его могилу. Ну, настолько глубоко, чтобы яблоко закрылось просто. Чтобы его не заметили, не увидели. Прям закапывайте. Нормально нужно закопать. Платок забирайте с собой. Когда выйдете из кладбища, сжигайте в любом удобном месте, подальше от кладбища. Можно в лесу сжечь там. Ну, осторожнее с этими пожарами. Можете там где-нибудь в другом месте. Посмотрите до конца, чтобы она сгорела полностью, испепелилась. Туда же кладете остатки свечей, 13 монет и говорите: откупаюсь, и уходите. Вот такую процедуру вам нужно выполнить. Теперь яблоко, которое вы там закопали, дает определенную энергетическую связь. Не буду вам объяснять подробно, что и как, зачем. Просто, как бы вам объяснить, в общих чертах я вам объясняю. Полностью это вам незачем знать, по той причине, что вы все равно не поймете, почему, как это работает, каким образом работает. Это через энергию мертвого мира, мира духов. Но энергия мертвого мира, она не только губит человека. Просто людям почему-то кажется, что если мертвый мир, кладбище, ой, все это смерть, это какая-то опасная вещь, жуть, а вдруг чего. Друзья мои, на кладбище снимается смерть человека, на кладбище снимается бедность человека, на кладбище снимается смертельная болезнь, сводится на могилу. На кладбище просят о богатстве, делают ритуалы, черные ритуалы богатства. И много чего еще. Кладбище – это энергия, мертвая энергия. Мертвую энергию можно направить куда угодно. Почему именно кладбище? Вот слова, которые здесь произносятся, вы поймете почему. Вы связываете эту силу страсти с энергией мертвецов. То есть как происходит? Вот как мертвые никогда не встанут, не уйдут, так и он от вас никогда не уйдет. Теперь поняли, о чем речь? То есть вы понимаете правильно любое действие в магии. Нет страшных действий. Есть неправильные, не знающие работы. То есть работы, которые до конца не объяснены или человек не понимает, просто дает. Но поскольку мы с вами много лет вместе, вы знаете, что мне доверять можно. И вы знаете, что мои работы, они только во благо. Но этот ритуал пусть не делают люди, у которых нормальная сексуальная жизнь, которые, быть может, устали. Подумайте 1000 раз. Не обязательно, что человек разочаровался, не хочет с вами спать. Может быть, у него кризис там среднего возраста, и это пройдет. Поэтому не спешите бегом делать сразу же на страсть мужчины или женщины. Перетерпите некоторое время. Но если видите, что этот человек просто годами с вами не спит, то вам лучше вызвать его страсть, чем расстаться, я так считаю. Этот ритуал может спасти семью. Потому что отсутствие сексуальных отношений – это не обязательно животное желание. Это и моральное удовлетворение, и здоровье женщины. Но еще и, знаете, ощущение того, что тебя желают. Потому что для молодой женщины оскорбительно, когда с ней живут и не спят. То есть она себя считает уже ущербной, закомплексованной. То есть ей кажется, может, я что-то не так делаю, может, ей неприятно. Правда ведь? Поэтому семья распадается, потому что начинаются взаимные обвинения. Женщина напрямую не скажет в лицо: ты вот не спишь со мной, и мне с тобой плохо. Нет, она просто найдет другую причину и уйдет. Точно так же мужчина. Если мужчина видит, что нет никакой страсти, любви, влечения, он сразу же находит применение. В отличие от женщины, он долго уговаривать не будет. Он сразу найдет применение, потому что ему это нужно. А в итоге эта женщина, которая как бы появится на горизонте, очень легко и просто может его перетянуть и забрать.
из семьи, из детей. И получится, что ваша вот эта холодность станет толчком для разрушения семьи. Это очень много значит. Просто глупые люди считают, что да ну ерунда, это главное духовная связь, все такое. Были такие поэты, которые со своими женами не спали, и они объясняли это тем, что главная духовная связь, и они жену рассматривают как святыню, не считают вправе ее даже там касаться и так далее, и там любят ее как платонической любовью и прочее. И это приводило к тому, что жены просто уставали ждать и уходили. Пока есть возраст определенный, такой безумная любовь, она готова терпеть, понимать, а потом ей это надоест, в конце концов. Потом она один раз изменит и почувствует, что это очень даже приятно, и в конце концов уже твои эти легенды, сказки, поэмы по поводу того, что она святыня, ее трогать не стоит, уже никому не интересно. Понимаете, вот о чем говорю. Что постельные отношения, они очень важны в браке, в отношениях, если это здоровые отношения. Ну, если нет, то со временем это приводит к расставанию. Вот чтобы этого не было, если вы живете с бревном, предположим, ну, собственно говоря, который валяется на лесоповале, значит, нужно его пробудить. Значит, пусть он не обижается, что его пробуждают помимо его воли. Что происходит после? После происходит просто безумная страсть. Он будет спешить к вам домой, чтобы быть с вами. Он будет все время уединяться. Потому что, знаете как, вот бывает иногда у женщины, как бы сказать, ну, месяцами, годами женщина видит, что главнее друзья, важнее там футбол, важнее куда-то поездки, рыбалка, еще что-нибудь. Она ждет своей очереди. Вот когда я буду важнее там общение с друзьями, важнее поездки, важнее еще чего-нибудь, моя очередь когда настанет? И начинается обида, боль. То есть тебе больно от того, что ты чувствуешь себя ненужной и покинутой. Так вот, как я говорю, вместо того, чтобы плакать, надо действовать. Но раз уж он бревно, значится, он достоин того, чтобы с ним это сделали. Потому что человек сам должен понимать, что телесные, то есть телесные отношения, да, плотские увлечения и времяпровождение, оно очень нужно, особенно молодой женщине. Если он этого не понимает, и для него главное что угодно, только не ты, так значит, вместо того, чтобы взять и разорвать, и оставить там ребенка сиротой, может, он хороший папа для него. Просто, скажем так, воскресить енто бревно. Вот таким вот образом. Но потом не жалуйтесь, что у вас мозоли кое-где. Потому что это пробуждает неудержимую страсть, и оно может длиться годами. Потом прям придется это снять, если до такой степени надоест, потому что безумная любовь. Это сейчас вы так думаете, что ой, я только за, да я никогда не устану, но скажу вам по секрету, от этого устаешь. Если страсть безудержная, если, ну, иногда просто с возрастом тебе хочется этого меньше, а с другой стороны хотят побольше, то ты можешь устать. Ты реально можешь устать, просто уже это начнет злить. Поэтому тоже обдумайте, выдержите вы этот натиск, потому что он будет работать и очень сильно. Так вот, друзья мои, за своих детей делать нельзя. Если там кто-то подумает, вот у нас там, у меня дети разводятся, муж с женой, у них страсть исчезла, влечение, кто-то из них жалуется на невнимательность супруга, вам за них делать нельзя. Вообще ритуалы, где не сказано, что за кого-то можно делать, нельзя, потому что нет разрешения внутреннего. Магия, она так построена, что кто-нибудь из этих людей должен хотеть этого, чтобы силы имели право вмешиваться. А там, если никто из них не знает, вы вмешиваетесь туда, вы берете на себя эту ответственность.
этого нельзя делать. Делает сам человек для себя. Мужчина делает на женщину, женщина на мужчину. Уже объяснила, на каких мужчин и женщин это делается. Не на прохожих и не на тех, кто там в интернете понравился. Итак, если вам тяжело подключиться и настроиться, можете взять его фотографии и положить на алтарь. Если можете настроиться, значит, никаких проблем. Яблоко, 2 свечи. Как откупиться, я вначале сказала. Поэтому перемотайте еще раз и послушайте, если не услышали. 13 раз прочитали. И в тот же день, но в сумерки, не ночью, а просто когда уже солнце ушло. Ну, сейчас в наше время, скажем, уже осеннее время, ну, после 6-7 вечера. Летом чуть позже, обычно, когда солнце садится. Начнем. Ева Адама яблоком покорила, в свою постель заманила. Адам вкусил яблоко и стал рабом Евы навеки. То яблоко в руке кручу и верчу, тебя к себе заманить хочу. Внедряю в тебя страсть и страдания, любовные переживания. Вселяйтесь в него. Я говорю, его, вы имя. Там, в Ивана, в Петро, в Василия. Как зовут вашего милого, не знаю. Пусть он по мне плачет и страдает. Всюду меня ищет и меня желает. Как яблоко Адама погубило, так, чтобы через яблоко душа его, имя, меня полюбила. Чтобы не мог ни сесть, ни есть, ни пить, а всеми дорогами ко мне примчался. Без меня не мог бы ни жить, ни дышать. Как яблоко Адама погубило, так, чтобы через это яблоко душа его меня полюбила. Как поп на икону молится, так и он на меня молится. Молиться будет, извиняюсь. День и ночь тело мое желать будет. Как яблоко Адама погубило, так, чтобы через яблоко душа его меня полюбила. Мои слова силой темной закрепляю, ключом запираю, ключ в море бросаю, заклинаю. И еще раз. Ева Адама яблоком покорила, в свою постель заманила. Адам вкусил яблоко и стал рабом Евы навеки. То яблоко в руке кручу и верчу, тебя к себе заманить хочу. Внедряю в тебя страсти и страдания, любовные переживания. Вселяйтесь в него, пусть он по мне плачет и страдает. Всюду меня ищет и меня желает. Как яблоко Адама погубило, так, чтобы через яблоко душа его меня полюбила. Чтобы не мог ни есть, ни пить, а всеми дорогами ко мне примчался, без меня не мог бы ни жить, ни дышать. Как яблоко Адама погубило, так, чтобы через яблоко душа его меня полюбила. Как поп на икону молится, так и он на меня молиться будет. День и ночь тело мое желать будет. Как яблоко Адама погубило, так, чтобы через яблоко душа его меня полюбила. Мои слова силой темной закрепляю, ключом запираю, ключ в море бросаю, заклинаю. Давайте еще одно уточнение на всякий случай насчет откупа. Водка, печень, можно кусочек печени, яблоко в платок, можно там, естественно, в пакет, в сумочку, без разницы. На кладбище найти безымянную могилу. Раскрыть яблоко, положить на могилу. Открыть водку, вылить, положить печень, можно прямо на землю. Говорить слова, которые вначале были сказаны. Каждый раз повторять нельзя, поскольку здесь не кладбище. И когда вы зароете яблоко, закопайте и закройте, сверху еще раз скажите, как яблоко Адама погубило, так, чтобы через яблоко душа его меня полюбила. Все, берете платок и уходите. В нейтральной территории, там, в таком месте, где вас не видят, сжигайте платок, чтобы, до пепла
Если он не горит, еще раз сожгите до того, пока она не сгорит. Вытаскиваете огарки свечей, 13 монет оставляйте, прям так вот кидаете, неважно где, то есть имеется в виду, чтобы возле реки, в лесу, там, в поле, и говорите: откупаюсь, и уходите. Еще раз, последний раз прочитаю. Вам читать нужно 13 раз, я надеюсь, вы поняли. Можно яблоко потом руками взять и, значит, положить на платок. Это не страшно. Ева Адама яблоком покорила, свою постель заманила. Адам вкусил яблоко и стал рабом Евы навеки. То яблоко в руке кручу и верчу. Тебя к себе заманить хочу. Внедряю в тебя страсти и страдания, любовные переживания. Вселяйтесь в него, пусть он по мне плачет и страдает. Всюду меня ищет и меня желает. Как яблоко Адама погубило, так, чтобы через яблоко душа его меня полюбила. Чтобы не мог ни есть, ни пить, а всеми дорогами ко мне примчался. Без меня не мог бы ни жить, ни дышать. Как яблоко Адама погубило, так, чтобы через яблоко душа его меня полюбила. Как поп на икону молится, так и он на меня молиться будет. День и ночь тело мое желать будет. Как яблоко Адама погубило, так, чтобы через яблоко душа его меня полюбила. Мои слова силой темной закрепляю, ключом запираю, ключ в море бросаю, заклинаю. Вот на основе такого, примерно, такой работы, с яблоком, там еще другие были моменты, на виноград начитывали, на вино, все такое. Вот это один из самых сильных. Вот на этой основе и создан этот труд. И что-то, нечто похожее и выдавало замуж всех женщин после войны, когда не было мужчин. Я имею в виду тех самых подруг, соседок моей прабабушки, которая всех устроила и всем помогла создать семьи. И еще раз говорю, подойдите к этому вопросу очень серьезно, очень ответственно. Если у вас нет такой острой необходимости, этого не делайте. Просто бывают моменты, когда человек ждет годами этого и, понимая, что не добьется ничего, просто решает уйти. Вот те, которые уже собрались уйти и устали ждать, вам все равно терять нечего. Попробуйте этот ритуал. И вам больше уйти не захочется. Всем любви, удачи и страсти, кто этого хочет и желает. Но всегда помните, думать нужно трезво. Трезвой головой. Даже страсть вызывать нужно трезво. Для чего я это делаю? Зачем мне это надо? И осилю ли я? Или я разлюбила и хочу уйти, потому что после этого будет ревность, любовь. Очень долго. Может и навсегда. Это сильная работа. Она может действовать надолго. Восстановить отношения, а потом уже переходит это плавно на естественное желание. И такое возможно. Всем удачи!